Доброе, доброе утро всем. Сегодня у нас 22 января и солнечный такой хороший день. Уже второй день налаживается погода и температура только будет повышаться. Вчера было около 27 градусов, сегодня обещают все 30. Хорошо выспались. Вчера чем знаменательный день был. Была длинная большая прогулка пешая. Почти полгаванны прошлись, посмотрели вживую. Что хочу сказать, что ни одно такси, ни один автобус туристический этого вам не покажет. Когда ты полностью идешь, обращаешь внимание на местное население, на местную архитектуру и просто проживаешь какой-то момент, углубляясь в саму жизнь Кубы. Посетили знаменитые места, Капитолий, церкви, знаменитый отель Интернациональ. Это первый отель, который такого уровня был на Кубе. В нем останавливалось много знаменитостей. И сам даже Фидель Кастро. Пускают на территорию, можно походить, заказать коктейли, можно ознакомиться с территорией. Красиво ухожено. Бегают павлины, сами себе там отдыхают. И любой, кто желает там просто побыть, посмотреть это архитектурное здание и красоту, может прийти безвозмездно, бесплатно походить и находиться на этой территории. Хочется, играет музыка кубинская, все в кубинском стиле. А что сегодня? Сегодня 9 утра, в принципе, умылись, и планы, опять же, сегодня еще прогуляемся, а вечером пойдем за машиной, берем в аренду и уже будем двигаться дальше. Так что все, что будет новое, буду показывать в течение дня интересное. Отдыхать классно на самом деле. Чем еще вчера запомнился день, с самого утра пошли опять же покушать кафе, ресторанчик такой на берегу залива Куба-6. И там была шикарная просто порционность, принесли лангустов, и такое ощущение, что двойные хвосты и все остальное ребята заказывали на гриле. Я заказал лангуста блюдо в масле и чесночном соусе. Красивое оформление на досточке, в такой лодочке, но порционность настолько большая, под конец даже была мысль, что не съешь такую большую порцию. Были поражены, засомневались в цене, что, может быть, это немножко неправильно нас поняли, но оказалось, что прайс вышел тот же самый, 3,250, порция лангустов с овощами, и все приготовлено просто изумительно. Сегодня единственное, что мы вчера, наши хозяйки здесь меняли деньги и пообщались на эту тему. И она предложила, хотите, приготовим вам тоже лангустов с утра, там в пределах 3000 песо, грубо говоря, $6, но он будет вкуснее. Вот мы решили проверить, насколько это правда либо нет. В итоге сейчас ожидаем, нам приготовят завтраки, откушаем, выпьем вина, и пойдем дальше гулять по Кубе. Я думаю, день прекрасен, оденусь полегче, чтобы уже не хочется. Вчера мы около 15 километров где-то круга такого навернули, как я и показывал, от нас, Капитолий, Церковь Иисуса, и потом уже был Интернациональ. И от Интернационаля по набережной Марикойна мы вернулись домой. Это уже было вечером. Честно сказать, немножко подустали, ноги устали, но это была такая классная прогулка, которую я люблю и которая дает полностью вдохнуть, не полностью, ощутить вкус жизни в Гаване. Так что посмотрим сейчас, что нам приготовят.
вкусно пахнет соленой водой, соленым прибоем. На самом деле вижу, что Куба меняется немного. Даже, чтобы сказать, что мусор на улицах везде подбирают по возможности. Поэтому, если сюда придут инвестиции, это будет самая лучшая страна для отдыха. Ценовая категория по питанию лобстеры, это просто-напросто $6. Сегодня у нас был завтрак, мы заказали у нас на кассе, на квартире, что снимаем. Готовила как бы хозяйки, помощница. Все обошлось нам, грубо говоря, в $4 порция лобстеров. Но все равно Куба 6, там намного совсем другая подача, намного все вкуснее и красивее. Нам подали большую порцию риса, лобстера, и лобстер был в томатном соусе. Ну, единственное, что не хватило немножко, кажется, овощей, хотя все сытые остались, но подача по сравнению, как в кафешках можно найти, не более скудная. Но мы попробовали, по крайней мере. Но сказать однозначно, что я счастлив здесь побывать, и Куба сильно отличается по туризму, как Филиппины, как основная часть Азии, как Турция. Это другая жизнь, это другой континент, и здесь все немножко иначе. Как я и рассказывал ранее, для того, чтобы попасть в тоннель, ну, грубо говоря, на другую сторону, курсируют такие вот автобусы, куда загружают мотороллеры и потом едут под тоннель. И здесь получается, это тоже стоит платно, потому что запрещено перевозить под тоннелем сами мотороллеры. Ну и такой вот выход. Окей. Стакан тут побери, он лишний. Перекусили коктейлями и пойдем гулять дальше. Красиво здесь. Сегодня жарко, на самом деле, около 30-ки, наверное. Ну, надеюсь, возможно, еще и покупаюсь сегодня. Получится. Пример кубинского участка полицейского, такой в замке сделанный. Возле полицейского участка, где крепость, они находятся,
Такая стоянка ретро-автомобилей 60-х годов, 50-х годов. И ну, просто-напросто в очень хорошем состоянии, в очень хорошем качестве. Они стоят, интересно посмотреть, поснимать и просто передать эти эмоции вам. Это супер на самом деле. Смотрите, какая красота. Плюс к этому всему архитектура самой Кубы. Ну красиво, столько... Вообще в Гаване столько много пушек, я так понимаю, что это островное государство, и в этом плане здесь защита была, возможно, от пиратов. Тоже вот такси. Buena, movie, amigo, buena para hacer la película. Исторический центр. Много пушек, вот это меня тоже вдохновляет. Здесь реконструированное здание, но очень смотрится красиво. Музей. Получается. Моя мечта сбылась. И на самом деле Куба прекрасна. Я вам могу немножко рассказать то, чего говорят, опасаются и все остальное. Но за 4 дня, если с умом ко всему подходить, я не вижу проблем здесь отдыхать. Здесь туризм развит, здесь относительно безопасность, и никто сам не подставляет сам себя. Поэтому я считаю, что сюда стоит приезжать. Пусть это не дешево и не так близко, но оно того стоит. Архитектура, я просто в восторге, я вам честно скажу. Я в некотором ступоре, насколько все красиво. No, thank you. Hello, voy a hablar de que pichaba en la Pavos, Pavos, yo soy de Yupicho, no daño. No, thank you. Okay, God bless you. А тут рядом и набережная.
Как-то гуляли вечером около порта, и вот вышли на эту сторону сегодня днем. Я что вижу, что вот эта бухта, которая видна с нашего окна, вот у нее вход. Здесь нефтеналивные базы. Я так понимаю, если бы здесь не было изоляции Кубы, все это функционировало, здесь бы могли грузиться вот даже сухогрузы и все остальное. Но, увы, на сегодняшний день этого здесь нет. Само собой, товарооборот маленький, нету поступления средств. Если бы отреставрировать всю Кубу, переплюнула Куба Европу, Италию, Испанию и все остальное. Почему-то здесь исторически намного здесь таких зданий, памятников истории, которые просто смотришь и поражаешься их красоте. Ну и без проблем на Кубе нету проблем с электрокарами, нету в основном развита инфраструктура электрических скутеров вместо наших бензиновых. И в принципе я смотрю, что, чтобы сказать, что все плачевно, нет. Есть некоторые нюансы, когда просто нету, наверное, работы и нету достойного финансирования граждан. Площадь, по которой мы гуляли вечером, так вот она выглядит. А вот так после реставрации здания выглядит. Посмотрите, насколько красиво и все восстановлено. Если сделать всю Гавану восстановленной, это просто будет замечательная страна. Друзья, вот это вот президентский вагон последнего президента Кубы Батисты, который был до Фиделя Кастро. Раньше здесь была бесплатная экскурсия. То есть просто заходишь, проходишь, смотришь, там кухня, ресторан, точнее ресторан, там спальное место, где принимали пищу, подписывали документы, комната встречи. Но сейчас как-то все пришло в упадок. Вот видите, ядра, пушки, как было, так и осталось, а вагон, судя по всему, закрыт. Сейчас мы подойдем, посмотрим, но с виду он, конечно, потерял свой лоск. Он там бронированный весь из себя, очень тяжелый. И это именно Фидель отказался ездить в таком вагоне по стране, так как совершил революцию, был народным президентом. А его поставили сюда для осмотра бесплатного всем желающим. Никого, я не понимаю почему. Бегу, дорогой мой друг, мой амиго, como usted, you're from, Dos pesos. No, peso no. Oh, gracias. Tres pesos, amigo. No, peso no. Буду добывать его сам. Первый завод, наверное, кубинского рома. По $190. И Гавана всех лет. Esta foi eu.
Днем прогулялись по Гаване немножко. Ну и вернулись вечером перекусить наше хорошее кафе на Куба 6 Максима. Цены приемлемые. Готовят очень вкусно. Пусть даже это занимает время небольшое. Но цена-качество на очень высоком уровне. Вечером негде даже присесть. Поэтому сейчас вот заказали лангустов, ребята. Я заказал в этот раз пиццу с лангустом попробовать. Я думаю, что сейчас вот эти блюда нам принесут, и все будет просто на красоте. Так что заходите на Куба 6, кафе Максимо. Туда рак с клешней, туда и конь с копытом, знаешь. Короче, поехали за машиной забирать. Без 15:08, 8 часов вечера, можно сказать так. Вот такую машину мы берем в аренду на 6 дней. Неплохо будет смотреться. Недалеко от отеля, как Андрей меня поправил, Националь де Куба, есть такая вот контора, где можно взять в аренду онлайн машину. Рент-кар. Офис здесь находится, и в принципе ребята, наверное, делают свое дело, само собой. Берете машину, проверяете на наличие повреждений, чтобы потом, когда подписывается договор, не возникало вопросов.
Смотрите, какая красота. Со стопроцентной зарядки. Вот мне интересно, такой вот скутер сколько стоит. Гоняют. Да, вот на таких ездят. А how much one day? English no. Spanish? Electric, yeah. $25 стоит один день аренды вот такого вот электроскутера.